Выкрашиваю полосы, устанавливаю ГБО и расставляю человечков. Всем привет! Это продолжение истории о сборке диорамы «Дороги Карпат». В случае, если вы не видели первую часть, то сперва посмотрите ее. Ссылка будет здесь и в описании. А сегодня расскажу о сборке одной из самой душевной моделей моей коллекции – автобуса ПАЗ-3205. Приятного просмотра! Эту модель для сборки предоставил мне Семенов Иван. В описании под видео будет ссылка на его творческую группу, где вы можете найти фотографии создания железнодорожной техники в 87 и даже в 32 масштабах. Там же вы найдете информацию для приобретения этой модели. Первым делом взгляд привлекают покрышки. Они изготовлены из плотной резины и имеют безупречный рисунок протектора. Остекление вырезалось на лазерном станке и с обеих сторон покрыто защитной пленкой. Также в наборе имеются две платы фототравления с дворниками и зеркалами заднего вида. Вся деталировка и сама мастер-модель кузова была напечатана на 3D принтере, поэтому на некоторых деталях можно увидеть ярко выраженные слои и переходы печати. Набор укомплектован качественной декалью, которая поразила меня тщательностью проработки. Все таблички имеют отзеркалированную теневую зону. Честно, такое я встречаю впервые, и такой подход автора заслуживает уважения. Кузов состоит из двух цельных деталей, и радует тот факт, что ничего не нужно клеить, шпаклевать и зачищать. Необходимо только вырезать вставки в окнах, и можно сразу приступать к окраске. Вставки в окнах вырезаю в несколько подходов. Сперва удаляю центральную часть и только потом выполняю точную зачистку. Имитация резиновых уплотнителей очень хрупкая, и в задней части кузова она оторвалась. Чтобы ее отделить от облоя, первым делом приклеиваю уплотнитель к корпусу и только потом вырезаю облой. Сборку модели начинаю с доработки моторного отсека. С завода эти автобусы комплектуются объемной клетчатой обивкой, которую буду имитировать из холодной сварки. В комплекте с моделью у меня не оказалось руля, выгнал его из проволоки. Также из проволоки изготавливаю поручни в салоне. Не так давно открыл для себя суперклей с отвердителем. Незаменимая вещь не только в моделизме, но и в быту. Советую. Работать с этим клеем одно удовольствие. И куда без перегородки водителя, которую сделал из прозрачного пластика с учетом имитации окна. При окраске сложных многоуровневых деталей в первую очередь задуваю стыки и труднодоступные места. И только после этого заливаю равномерный слой краски.
Для состаривания элементов интерьера использую технику сухой кисти. Внутри автобуса разворачивается особый сюжет. На остановке в автобус зашли два туриста с рюкзаками, один из которых уточняет у водителя стоимость проезда, а второй, из последних сил удерживая тело в вертикальном положении, вцепился в поручень и спинку кресла. Заднюю площадку занимает мужик с бутылкой, который, заприметив двух туристов, спешит к ним предложить осушить его бутыль. Все герои этой истории вымышлены, и любые совпадения случайны. На кузове модели в некоторых местах имеются дефекты литья, но это не самая страшная проблема. Куда сложнее будет убрать слои печати 3D принтера. Для этого мелкой наждачной бумагой очищаю все доступные места. По рекомендации одного из подписчиков я решил сымитировать открытый люк моторного отсека. Для этого у меня имеются тончайшие ювелирные пилочки, толщина которых идеально подходит под расшивку люка. Чтобы вырезать люк, потребуется просверлить отверстие и протянуть через него пилочку. Смола — материал хрупкий. Не рассчитав усилия в процессе выпиливания, случайно повредил стойки. Восстановил их из пластикового профиля, а для имитации резиновых уплотнителей использовал проволоку. Грунтую и проверяю качество выполненного ремонта. Случайным образом задуваю модель легким слоем черной краски и начинаю наносить полупрозрачные слои белой базы. Оставляя на стыках деталировки, и где это логично, черные просветы. Такой способ окраски называется цветовая модуляция, которая будет приглушаться и дополнять последующие слои везеринга. Из дополнений, которые посоветовали сделать подписчики, я спроектировал и напечатал на 3D принтере газобаллонное оборудование, которое можно часто встретить на крышах этих автобусов. Для имитации выгоревшей краски и пыли я использую послойное нанесение сильно разбавленного водорастворимого акрила. Остекление приклеиваю на клей ПВА марки D3, имеющий в составе добавки, обеспечивающие более надежную фиксацию. Имитирую шторки в салоне. Из алюминиевой фольги формирую форточки.
И наконец-то долгожданный момент – сборка модели. Для запыления остекления использую специальную жидкость. По мере высыхания этого эффекта формирую вертикальные разводы. Новый лючок печатаю на 3D принтере и вклеиваю его, подпирая пластиковой бутылкой, как часто делают водители маршрутных такси в летнее время года. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. В следующий раз я расскажу о доработке и состаривании тепловоза ЧМ-3. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Впереди еще много интересных проектов. До скорых встреч!